раппорт данного узора составляет 32 петли в ширину и 10 рядов в высоту. Это, смотрите, вот здесь от начала ряда и до этого момента. То есть, если вы захотите, чтобы у вас симметрично было с двух сторон вот эта вот полоса провязана, которая идет в начале, вот такой вот ажур, да, то вы для симметрии еще здесь добавляете петли. Дополнительно я вставлю схемку, вы там уже посчитаете. Но это получается 5 петель. Нужно будет добавить для вот такой вот ажурной полосы. Так, значит, что еще? 10 рядов, это тоже не очень много. Это вот заканчиваются они вот здесь, на вот этом ажуре. И все, вот с этой стороны вот эти вот два ажура. И это идет у нас 10 рядов. Дальше уже идут повторения. Ничего сложного, здесь у меня провязано 2 раппорта узора. Как видите, очень красивый узор. Смотрится эффектно. Можно связать какую-нибудь себе легкую французскую кофточку. Ну, в принципе, он подойдет для любого изделия. И давайте начнем. Первый ряд наш. Кромочную петлю снимаем. Дальше идет 2 лицевые с наклоном вправо нужно провязать. То есть за заднюю стенку завожу спицу и провязываю 2 лицевые вместе. Следующее идет накид, лицевая, накид. Следующие 2 петли мне необходимо развернуть, чтобы провязать их 2 вместе с наклоном влево за переднюю стенку. Вот таким вот образом. Так, дальше идет 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше идет убавка. Опять петли разворачиваю, чтобы провязать с наклоном влево. Провязываю за переднюю стенку убавку. Делаю накид. 2 лицевые. 1, 2. Опять 2 петли разворачиваю и провязываю их вместе с наклоном вправо. Снимаю, да, провязала, делаю накид, 1 лицевая, опять накид, 2 лицевые, но уже с наклоном влево, и просто за заднюю стенку провязываю их вместе лицевой. Дальше идет у меня 1 лицевая и 2 лицевая. Опять делаю накид и провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Ой, точнее, да, все правильно, в левую сторону. Делаю убавку и остается 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, провязали таким образом 1 раппорт. Дальше повторяем все с начала первой петелечки. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и продолжим. Все, довязала первый ряд и смотрите, значит, изнаночная сторона. Все как обычно, все петли мы вяжем с изнаночной стороны по узору. Здесь ничего сложного нет, все петли идут изнаночные. Накиды тоже мы провязываем изнаночными, так что с изнаночной стороны вяжем все самостоятельно, просто изнаночные петельки, ничего сложного в этом нет. И дальше уже буду рассказывать вам, как провязываем только лицевую сторону. Третий ряд узора, кромочную снимаем, 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку, делаем накид, лицевая, накид, 2 петли разворачиваем и провязываем их вместе за переднюю стенку, 2 вместе вот таким образом. То есть начало ряда у нас везде идет здесь одинаково, повторяется, чтобы получилась вот такая вот дорожка. Так что ничего сложного нет. Дальше вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 2 петли разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за переднюю стенку. Делаем накид, 2 лицевые, 1, 2. Следующие 2 петли опять разворачиваем и провязываем их за переднюю стенку вместе лицевой. Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид и следующие 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку.
провязали. Дальше идет 2 лицевые, 1, 2, накид, опять 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку, просто лицевой, провязали, и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, наш раппорт закончен. И вяжем дальше опять с первой петли. 5 ряд. Кромочную снимаем, 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку, накид, лицевая, накид, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, лицевой, 2 лицевые, 1, 2, дальше идет накид, 2 петли за заднюю стенку провязываем вместе, лицевой, идет дальше 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 5, накид, 2 петли за заднюю стенку вместе, лицевой, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку, лицевой, следующие 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, за переднюю стенку их провязываем, делаем накид и 2 лицевые петли, провязали. 7 ряд. Кромочную петлю снимаем, 2 петли за заднюю стенку провязываем вместе, накид, 1 лицевая, накид, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, дальше идет 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, провязали. Дальше идет накид, 2 лицевые за заднюю стенку провязываем вместе, 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, накид, опять 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, накид и 3 лицевые, 1, 2, 3. 9 ряд, последний ряд нашего узора, и дальше уже будем повторять все с первого ряда. Значит, кромочную снимаем, 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку, лицевой, накид, лицевая, накид, 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе за переднюю стенку, дальше идет 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, дальше накид, и сейчас 2 петли в 9 ряду мы меняем местами, просто вот так вот меняем их местами, так, и 3 петли провязываем вместе за заднюю стенку, вот таким вот образом, чтобы наша вот эта вот центральная петля была наверху, то есть вот эти 2 крайние, они сзади, а центральная петля посередине. Дальше вяжем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли разворачиваем, провязываем их за переднюю стенку вместе, накид и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Все. На этом наш узор уже можно считать законченным. Сейчас провязываем 10 ряд с изнаночной стороны и начинаем вязать все с первого ряда. Ничего сложного нет. Вот такой вот красивый узор у вас получится.